Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня я скажу вам о том, как сделать откос на окно из кафеля. Кафельная плитка, керамогранит, толщиной 1 см, размером 60 на 60. И из нее нужно сделать откос. Откос слегка поштукатурен, но не полностью. Ну, в принципе, для того, чтобы сделать откос, этого вполне достаточно. Нам понадобится электроплиткорез, плиточный клей, строительный уровень, также специальная терка для дозировки клея на кафеле, обычный маленький вспомогательный шпатель, крестики толщиной 2 мм и специальные клинышки для выставления плиток первых. Грунтовка, кисточка, чтобы пройтись это окно, и немножечко желания. Итак, приступим. Я использую грунтовку фирмы Ceresit ST17. Хорошо перемешиваем. Наливаем какую-нибудь емкость удобную. Берем мягкую кисточку любого размера. Начинаем грунтовку. Если поверхность очень впитывает влагу, то необходимо пройти 2 раза, чтобы уменьшить впитываемость воды. У меня на стенах находится кафельная плитка, поэтому ее необходимо состыковать с откосом. Если у вас кафельной плитки нет, то можно просто делать по срезу стены. Но в моем случае необходимо провести условную линию для того, чтобы определиться с шириной откосных кафелин. Для этого прикладываем к стене уровень основной и с помощью рулетки прижимаем ее одним боком к окну, к профилю окна, другим к уровню. У меня 22,8 см. Также необходимо определиться с длиной откосной плитки. Для этого на остальной плитке проводим прямую по шву и находим высоту. Теперь заменяем расстояние от линии до подоконника, для того, чтобы по этой высоте отрезать кафель. Необходимо посмотреть на подоконник. Если он у вас установлен под наклоном, то таким же образом необходимо подрезать основную часть кафеля. Для этого прикладываем уровень по этой линии, определяемся с высотой и замеряем с наружной стороны откоса и с внутренней. И в соответствии с этими размерами подделаем подрезку кафеля по низу. Переносим эти размеры на кафель. Я буду резать, используя электроплиткорез. Не забываем подливать воду в ванночку, для того, чтобы алмазный диск дольше прослужил. Теперь начинаем рез строго по линиям. Для стыковки откосной и стеновой кафельной плитки необходимо сделать зарез на ус или ставить пластиковые уголки. Я также делаю его с помощью электроплиткореза. Поднимаем станину на 45 градусов и начинаем рез. У меня получился такой зарез. Здесь также стараемся в конце не спешить, чтобы не откололся кусочек глазури. Если он откололся, то плитку придется выбросить в момент на другой. Необходимо нанести плиточный клей на стену и на кафель. Если большие перепады, то желательно притирать плитку с двух сторон. Тем самым мы выравниваем поверхность, если она еще была не выровнена до этого. Осталось нанести плиточный клей на кафель. Прижимаем кафель к стене откоса.
выставляем ее так, чтобы был небольшой угол рассвета, в зависимости от ваших откосов. Но прямой угол не допускается. С помощью строительного уровня и клинышков необходимо выставить первую кафелину строго по горизонтали, потому что до того, как мы установим, пойдет весь ряд. Нужно стать строго по вертикали относительно стены. Если нужно слегка садить на свое место кафельную плитку, то используем резиновый молоточек. После этого необходимо снять замеры стеновой плитки, если она у вас есть. Для этого необходимо снять размеры верхней и нижней части, перенести эти размеры на кафель, вырезать и поместить ее на стену. Все неровности и сколы, которые происходят во время резки кафеля, можно подровнять с помощью обычного абразивного камня. Стараясь лишнее не снять. Для лучшей адгезии плиточного клея к стене я наношу тоненький слой плиточного клея и растираю. Таким образом, плиточный клей, который на кафеле, лучше приклеится один к другому, чем к сухой поверхности. Хорошенечко прижимаем. Делаем то же самое с другой стороны окна. Начинаем снизу. По уровню выставляем горизонталь и вертикаль. Ставим на место кафель с подрезкой под резетку. Подрезетник вставляется потом, по мере того, как кафель будет придавлен по всей площади. Необходимо при этом проследить, чтобы левая и правая часть откоса были в одной плоскости. Иначе в верхней части окна они сойдутся и будет перекошенная кафельная плитка по толщине. В швы вставляем крестики 2 мм. Как по горизонтали, так и по вертикали. Плитка находится на своем месте. Вот наступил момент крепления верхнего кафеля. Здесь необходимо, чтобы швы на основной стенке и на кафеле совпадали. Теперь необходимо замерить размеры верхней кафелины, учитывая то, что здесь идет угол рассвета. Поэтому замеряем это расстояние с помощью угольника. Замеряем расстояние от угла окна до шва. Здесь будет меньше размер, потому что идет угол рассвета, а здесь будет больше. Для фиксации верхних кафелин плиточный клей нужно делать погуще, потому что в густом виде он лучше держит плитку. Сначала крепим верхнюю плитку, а затем боковую, потому что боковая будет держать верхнюю от падения. Толщина плиточного клея вверху должна быть минимальной, для лучшего сцепления с поверхностью. Верхний угол имеет небольшую трапецию. Здесь меньше, здесь больше. Это соответствует углу рассвета. Она прекрасно ложится и закрывает подрез верхней плитки, что нам было и нужно. Ставим последнюю кафелину со стены. Здесь, конечно, нужно
придумать какой-то упор, чтобы она не сползла, пока плиточный клей засохнет. Будем думать. Когда вы ставите верхнюю кафелину и она сползает, приходится импровизировать. Я сделал два отверстия в откосе, ставил тут дюбеля. И теперь с помощью профиля УД попробую закрепить кафель от сползания. В таком положении придется подождать сутки, чтобы верхняя плитка схватилась, и уже после этого поставить откосные плитки. Получилось. Еще все грязно, но когда помоется и затрется плитка, будет совсем другой внешний вид. Вот уложена последняя плитка. Вставляем ее также по уровню. Толщина углового шва по всей высоте одинаковая. Вот наступил момент затирки швов. Для этого я использую затирку Ceresit SE40 черного цвета, так как кафель у нас почти черный. Насыпаем ее в воду. Дозированно. И можно приступить к перемешиванию с помощью венчика ее. Потому что она очень тяжело размешивается. Если получается затирка немного жидковата, то всегда можно добавить в нее немножечко еще затирки. Видите, она должна быть погуще, как густая сметана. Затирку нужно подбирать, чтобы она была на тон светлее или темнее, чем основной кафель. Теперь берем резиновый шпатель обычный и маленький шпатель, который будем накладывать затирку на этот резиновый шпатель. И начинаем потихоньку стирать короткими движениями, меньше растираю ее по стене, потому что она плохо отмывается. То же самое касается и этих швов, которые идут по всему периметру откоса. Это самое ответственное место. Здесь не должно быть никаких промахов, потому что их будет очень видно. Вот наконец-то плиточная затирка высохла. Теперь можно взять тряпочку влажную и хорошо все протереть. Воду менять нужно почаще, потому что затирка очень концентрирована и дает выраженный черный цвет. Такой получился откос из керамогранита. Он еще окончательно не высох. Необходимо подождать пару дней, чтобы окончательно подсохла вся плитка и затирка. Посмотрели видео о том, как можно сделать откос на металлопластиковое окно из керамогранита. Это делается не очень тяжело, своими руками и доступно каждому домашнему мастеру и даже мастерице. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии, подписывайтесь на канал. Будьте с нами. Всем пока!